18 мая 1980 года около 200 ученых, геологов и вулканологов наблюдали за горой Сент-Хеленс с безопасного, как им казалось, расстояния. Вулкан вел себя активно уже 2 месяца. Его изучали приборами, снимали с вертолетов, измеряли деформацию склонов и фиксировали каждое землетрясение. Вулкан был под наблюдением плотнее, чем любой другой в истории американской науки до этого момента. Специалисты знали, что извержение неизбежно. Они установили запретные зоны, они эвакуировали часть населения. Они были готовы. В прессе тех недель появлялись репортажи с говорящими заголовками. Журналисты писали о вулкане, который вот-вот взорвется. Телеканалы вели прямые трансляции с наблюдательных пунктов. Снимки горы с характерной выпуклостью на северном склоне обошли первые полосы газет по всей стране. Все ждали зрелища. Столб пепла до стратосферы, лавовые потоки по склонам, грандиозный вертикальный выброс. Именно так выглядит вулканическое извержение в учебниках, в кино и в народном воображении. Они были готовы к неправильному извержению. В 8:32 утра гора Сент-Хеленс не взорвалась вверх. Она взорвалась в сторону. За несколько секунд северный склон обрушился, и высвободившаяся энергия выстрелила горизонтально. Ударная волна накрыла 600 квадратных километров леса, прежде чем большинство людей в зоне поражения успели осознать, что начался взрыв. 57 человек погибли. Не потому, что вулкан вел себя непредсказуемо, а потому, что он вел себя по-другому, чем ожидали. Гора Сент-Хеленс расположена на северо-западе Соединенных Штатов, в штате Вашингтон, в части Каскадного хребта, цепи вулканов, протянувшейся вдоль Тихоокеанского побережья от Калифорнии до Канады. Это стратовулкан, конусообразный с крутыми склонами, сложенный из чередующихся слоев лавы, пепла и вулканических обломков. До 1980 года гора выглядела классически. Почти правильный конус, покрытый снегом и льдом, поднимавшийся на 2950 метров над уровнем моря. Местные называли ее «Фудзи Америки» за форму. Последний раз она извергалась в 1857 году, более 120 лет назад. Каскадский хребет возник там, где плита Хуан-де-Фука уходит под североамериканскую. Это субдукционная зона, механика которой принципиально та же, что в Индонезии или Японии. Океаническая плита движется под континентальную, погружается в мантию, нагревается, несет воду и летучие компоненты, которые снижают температуру плавления пород и создают магму. Магма поднимается и питает цепь вулканов на поверхности. Сент-Хеленс – один из самых молодых и активных в этой цепи. Ее нынешний конус, по геологическим данным, сформировался за последние 2000 лет. В марте 1980 года вулкан начал просыпаться. 20 марта произошло землетрясение магнитуды 4,2, первое в серии, которое продолжалось без остановки. 27 марта на вершине открылся кратер, из которого начал выбрасываться пар и пепел. К апрелю на северном склоне стала заметна выпуклость, участок, который увеличивался в размерах с измеримой скоростью. Геологи геологической службы США фиксировали прирост этой выпуклости – около 1,5 метров в сутки. К середине мая северный склон выдвинулся вперед на 150 метров относительно исходного положения. В те недели вокруг горы было многолюдно, журналисты снимали репортажи, любопытные собирались на смотровых площадках. Ученые дежурили посменно на наблюдательных постах. Некоторые жители отказывались покидать свои дома, несмотря на предписание об эвакуации. Атмосфера была напряженной, но не паники, скорее ожидания. Вулкан готовился к чему-то, и люди хотели это увидеть. Вопрос был в том, насколько грандиозным окажется это что-то и откуда именно придет опасность. Геологи, работавшие на месте, не были беспечными. Они понимали, что выпуклость нестабильна. Обсуждалась возможность обвала, но в большинстве рассматриваемых сценариев обвал рассматривался как предшественник или сопутствующее явление, не как спусковой механизм взрыва принципиально иной конфигурации. Именно эта недооценка связи между обвалом и декомпрессионным боковым взрывом и стала ключевой ошибкой. Эта выпуклость была давлением магмы, накапливавшимся внутри горы. Магма поднималась по жерлу и распирала склон изнутри. Давление росло. Все наблюдатели понимали, что что-то должно произойти. Вопрос заключался в следующем: что именно и как? Здесь важно понять, как устроено обычное вулканическое извержение, то, которое ожидали. В большинстве случаев давление магмы разряжается вертикально. Магма находит наименее сопротивляющийся путь вверх по центральному жерлу и выходит через кратер. Газы, растворенные в магме, расширяются по мере подъема и снижения давления, дробят расплав на фрагменты, так образуется пепел и пирокластический материал. Вырваться в сторону через плотный скальный массив магме значительно труднее, чем вырваться вверх через уже существующий канал.
поэтому стратовулканы обычно взрываются вертикально. Столб пепла и газа поднимается на десятки километров, продукты извержения рассеиваются вниз по ветру, лавовые потоки стекают по склонам. Это классическая модель. Классические примеры такого поведения – Везувий, Пинатуба, Мерапи. Вертикальный выброс, пирокластические потоки вниз по склонам, пепловый шлейф по ветру. Именно эта схема легла в основу зонирования опасности для большинства действующих вулканов мира в середине 20 века. Зона максимальной опасности – вблизи вершины и на путях спуска пирокластических потоков по долинам. Дальние зоны опасны пеплом и возможными лохарами, потоками вулканической грязи по речным руслам. Горизонтальный взрыв в эту схему не вписывался, не потому что его считали невозможным, а потому что у него не было достаточно изученных прецедентов, чтобы ввести его в стандартные расчеты. В Сент-Хеленс весной 1980 года выпуклость на северном склоне ломала эту модель. Магма не нашла путь к вершинному кратеру достаточно быстро. Она давила на северный склон снизу и изнутри, создавая там огромный нестабильный массив. Специалисты видели выпуклость, фиксировали ее рост, понимали, что она содержит перегретый материал под давлением. Но большинство сценариев развития событий, которые рассматривались, все равно предполагали, когда что-то случится, основной выброс пойдет вверх. Пирокластические потоки, возможно, сойдут по склонам вниз. Опасная зона прежде всего вокруг вершины и на нижних склонах. Именно эта логика определила, где были расставлены границы запретных зон, где размещались наблюдательные пункты, где можно было находиться. Зона отчуждения была установлена на расстоянии около 13 километров от вершины к северу. Это казалось достаточным. Если взрыв пойдет вверх и пирокластические потоки сойдут вниз по склонам, 13 километров давали разумный запас. Утром 18 мая в 8 часов 32 произошло землетрясение магнитуды 5,1 прямо под северным склоном. Это был триггер. Вся выпуклость, накопившаяся за 2 месяца, 150 метров смещения, весь этот массив объемом около 2,3 кубического километра перегретой породы, льда, воды и магмы начала соскальзывать вниз. Это был один из крупнейших оползней в истории наблюдений. Масса в несколько миллиардов тонн сошла со склона за несколько секунд. Оползень двигался с востока на запад по северному склону, спускаясь в долину реки Норд-Форк-Тутл. Первая волна материала достигла долины, накрыла озеро Спирит, прошла через него и взобралась на противоположный хребет. Объем оползневого материала был настолько велик, что он поднял уровень воды в озере, перемешал его целиком и забросил часть берегового леса на сотни метров от прежних берегов. Но пока оползень двигался, произошло главное. Он снял давление с северной стороны магматического тела. Когда северный склон начал обваливаться, давление, которое он удерживал внутри вулкана, мгновенно упало. Представьте, магма находилась под огромным давлением, и вдруг крышка, которая ее удерживала, исчезла. Не вверху, а сбоку. Растворенные в магме газы при резком падении давления мгновенно расширились, так же как газ в бутылке газированного напитка при резком открытии, только в масштабах горного массива и с несравнимо большей энергией. Высвободившаяся энергия не нашла пути вверх быстрее, чем нашла путь туда, где только что исчез склон, на север. Взрыв пошел горизонтально. Это и есть lateral blast – боковой направленный взрыв. Термин существовал в вулканологической литературе до 1980 года, но не применялся к событиям подобного масштаба на исторически задокументированных примерах. Сент-Хеленс стало первым случаем, когда это явление было зафиксировано в деталях, с современными инструментами и большим количеством наблюдателей, которые выжили достаточно далеко от эпицентра, чтобы описать увиденное. Боковая ударная волна распространялась от горы со скоростью от 300 до 500 км в час. Она несла смесь раскаленного газа, пара, обломков породы и пепла. Все это при температуре от 300 до нескольких сот градусов Цельсия. Это не лавовый поток, который движется медленно и которого можно избежать. Это не пепловый столб, который поднимается вверх и рассеивается. Это горизонтальная ударная волна с температурой и скоростью, при которых любое органическое вещество на пути уничтожается мгновенно. Ударная волна распространялась не как равномерный фронт, она имела форму веера, расширявшегося к северу от горы. В центральной зоне, примерно в секторе шириной около 180 градусов к северу, поражение было полным. Деревья снесены, почвенный слой сорван, рельеф изменен. На краях этого сектора деревья стояли, обожженные, лишенные хвои и коры, но вертикально.
Граница между полным уничтожением и простым ожогом проходила с геометрической точностью, по линии, где энергия волны падала ниже порога разрушения. Эта граница стала одним из важнейших инструментов для последующей реконструкции параметров взрыва. Геологи буквально читали по лесу. Где стоят деревья, там волна ослабла. Где они лежат параллельно, там прошел полный удар. Направление стволов указывало на точку взрыва с точностью до градусов. За примерно 2 минуты волна накрыла зону площадью около 600 квадратных километров к северу от вулкана. Лес на этой площади был снесен в одном направлении, как спичечные коробки, выдвинутые ветром. Деревья не просто упали, стволы были срезаны или вырваны с корнем и уложены параллельно, верхушками от горы. Зона направленного разрушения простиралась примерно на 25 километров от вершины. За пределами зоны прямого поражения лес был обожжен, но не повален. Граница между двумя режимами разрушения оказалась достаточно четкой, чтобы по сохранившимся деревьям геологи впоследствии смогли восстановить точную форму ударной волны. Гарри Трумэн, 83-летний хозяин туристического лагеря у подножия горы, который отказался эвакуироваться, несмотря на все предупреждения, и стал в те месяцы известен своим упрямством, находился примерно в 13 километрах от эпицентра. Его цитировали в газетах. Он говорил, что прожил на этой горе 50 лет и никуда не уйдет. Он погиб вместе с лагерем за несколько секунд. Слой оползневого материала над местом, где стоял его дом, составляет несколько десятков метров. Дэвид Джонстон, молодой вулканолог геологической службы США, дежуривший на наблюдательном посту Колдуотер-2 примерно в 10 километрах от вершины, успел передать в эфир несколько слов по рации. «Ванкувер, Ванкувер, это оно!» и погиб. Его тело не найдено до сих пор. Джонстон был одним из тех геологов, кто понимал опасность выпуклости лучше других и настаивал на расширении зон эвакуации. Он дежурил на посту, потому что считал необходимым присутствие наблюдателя и принял на себя то, о чем предупреждал. Наблюдательный пост Джонстона находился за пределами официальной зоны отчуждения в 13 километров, то есть был признан безопасным местом для наблюдения. Боковой взрыв накрыл его с запасом. 57 погибших. Небольшое число для катастрофы такого масштаба. Это объясняется несколькими обстоятельствами одновременно. Воскресное утро. Большинство работников леса не работали. Заблаговременная частичная эвакуация снизила число людей в опасной зоне. Предупреждения, которые многие все же услышали. И просто удача распределения. Большинство людей, которые находились в зоне поражения в то утро, оказались там добровольно. Исследователи, туристы, жители, отказавшиеся уезжать. 33 человека из 57 погибших находились за пределами официальной запретной зоны, то есть в местах, которые считались безопасными. Это не ошибка пострадавших. Это ошибка модели, которая не предусматривала горизонтального распространения поражающего фактора. Само извержение продолжалось после бокового взрыва еще несколько часов. Из образовавшегося на месте бывшего склона кратера поднялся пирокластический столб высотой около 24 километров. Пепел накрыл несколько штатов. В Яките, штат Вашингтон, в 150 километрах к востоку, в полдень стало темно, как ночью. Водители останавливали машины на шоссе, не видя дороги. Пепел оседал слою в несколько сантиметров на крышах, автомобилях, полях. Сельскохозяйственный сезон в Восточном Вашингтоне был во многом уничтожен засыпанными посевами. Пепел достиг Денвера через 2 дня и Нью-Йорка через 3. Лавовые потоки и пирокластические потоки сошли по долинам рек. Река Норт-Форк-Тутл была забита оползневым материалом. Ее уровень поднялся, затопив мосты и дороги. По реке шли бревна срубленных взрывом деревьев. Их было столько, что они запрудили реку Колумбия и закрыли судоходство. Морским судам в устье пришлось ждать, пока расчистят фарватер. Гора потеряла примерно 400 метров высоты и приобрела кратер диаметром около 3 километров с разорванным северным краем. Симметричного конуса, который фотографировали туристы, больше не существовало. Что изменило это событие в науке? Вопрос, который заслуживает отдельного внимания, потому что он объясняет, зачем вообще разбирать механику. В вулканологии того времени боковые взрывы рассматривались как редкость, не характерная для хорошо изученных вулканов. Специалисты знали об извержении безымянного вулкана на Камчатке в 1956 году, там тоже произошел направленный взрыв. Но это было относительно малоизученное событие в труднодоступном районе. В Сент-Хеленс с 1980 года боковой взрыв произошел под наблюдением большого числа специалистов с работающими сейсмографами, наклономерами, фотографическими и кинокамерами. Записей было достаточно, чтобы восстановить хронологию с точностью до секунд.
Первый и принципиальный вывод, который сделала вулканология после Сент-Хеленс: форма вулкана и характер накопления давления определяют не только силу, но и направление взрыва. Стратовулкан с крутыми склонами и нестабильным боковым массивом может взорваться горизонтально, и это не исключение. Это закономерность, которую просто не наблюдали достаточно близко с нужной документацией. Второй вывод касался запретных зон. После Сент-Хеленс методология их расчета пересмотрена. Зона безопасности определяется теперь не только по вертикальной проекции возможного извержения, но и по анализу боковых угроз, нестабильных склонов, потенциальных оползневых массивов, возможных направлений бокового выброса. Если на склоне вулкана есть аномальная деформация, как была в Сент-Хеленс, зона эвакуации должна охватывать весь сектор, в сторону которого направлена деформация. Третий вывод – о связи между оползнем и взрывом. Механизм оказался следующим. Оползень снимает давление с магматической камеры сбоку, что вызывает мгновенное расширение газов и декомпрессионный взрыв в направлении снятого давления. Это не очевидная последовательность, пока не видишь ее в действии. После Сент-Хеленс этот механизм был смоделирован, описан и включен в стандартные модели оценки опасности для всех вулканов с похожей морфологией. Четвертый вывод касается мониторинга деформаций. Выпуклость на северном склоне фиксировалась геодезическими инструментами, но интерпретировалась преимущественно как индикатор срока наступления извержения, а не как указатель на его направление. После 1980 года деформация поверхности вулкана стала изучаться не только в вертикальной, но и в латеральной плоскости. Именно потому, что горизонтальные смещения несут информацию о том, куда накапливается нестабильная масса и в каком направлении она может разрядиться. Исследования оползневого материала показали, он содержал воду в огромном количестве – ледники, снежный покров, гидротермальные системы внутри горы. Когда перегретая порода, насыщенная водой, оказалась в условиях резко сниженного давления, вода мгновенно превратилась в пар. Это дополнительно усилило взрыв. Лавовый материал и порода были буквально разорваны расширяющимся паром. Взрыв в Сент-Хеленс был не только магматическим, он был в значительной мере фреатомагматическим. Вода, встретившись с раскаленной магмой в условиях декомпрессии, стала активным участником катастрофы. Это разграничение важно. Фреатомагматические взрывы, как правило, более взрывны и менее предсказуемы по направлению, чем чисто магматические. Вода мгновенно переходит в пар и создает дополнительное давление, не связанное с жерловой системой. В Сент-Хеленс вода из стоявших ледников и снега пропитывала склоны и грунт годами. В момент обвала и декомпрессии все это разом оказалось в зоне контакта с раскаленным материалом. Взрыв получил не только магматическое, но и паровое топливо. Вулкан Сент-Хеленс продолжал извергаться периодически в последующие годы, хотя и значительно слабее. В 2004-2008 годах происходило медленное выдавливание лавового купола внутри кратера, без взрывных фаз, без жертв, под постоянным наблюдением. Это стало демонстрацией другого режима работы того же вулкана. Когда давление снимается постепенно, а не мгновенно, взрыва не происходит. Механика не изменилась, изменился темп. Один и тот же вулкан, одна и та же магматическая система, но принципиально разные результаты в зависимости от скорости, с которой давление находит выход. Территория вокруг горы, объявленная национальным вулканическим монументом, стала одним из наиболее изученных примеров восстановления экосистемы после катастрофического события. За первые годы после 1980 года ученые ожидали, что растительность начнет возвращаться с периферии зоны поражения, постепенно заполняя выжженное пространство. Вместо этого восстановление началось одновременно в разных точках внутри зоны, там, где под слоем пепла уцелели семена, корневища и почвенные организмы. Логика восстановления оказалась другой, чем ожидалось. Это наблюдение изменило понимание экологической устойчивости и послужило основой для десятилетий экологических исследований на территории монумента. Сегодня зона вокруг горы является собой смешанную картину. Участки молодого леса соседствуют с открытыми склонами, где почвенный слой еще не восстановился. Популяции лосей вернулись раньше, чем предсказывали биологи. Бобры заново освоили малые притоки. Озеро Спирит, которое в 1980 году было засыпано оползнем и покрыто мертвым лесом, теперь снова прозрачно. Упавшие бревна, которые провели в воде несколько десятилетий, стали средой обитания для специфических водных сообществ. Это не триумф природы над катастрофой. Это демонстрация того, как системы восстанавливаются по собственной логике, не всегда совпадающей с тем, что предсказывают наблюдатели. 18 мая 1980 года часто описывается как момент, когда американцы встретились с вулканом. Каскадские вулканы воспринимались как спящие декорации.
Красивые конусы на горизонте – часть пейзажа, нереальная угроза. Сент-Хеленс показала, что это не декорации. Она также показала кое-что менее очевидное, что угроза от вулкана может прийти совсем не оттуда, откуда ее ждут. Все предупреждения были верными. Вулкан действительно собирался взорваться. Опасная зона действительно была опасной. Эвакуация действительно была нужна. Но модель, которую использовали для оценки угрозы, не предусматривала горизонтального взрыва такой скорости и направленности. Она предусматривала вертикальный выброс. Разница в этих двух моделях – это разница между зоной отчуждения в 13 километров, которую установили, и зоной в 25-30 километров к северу, которая реально была нужна. Это не история о некомпетентности или халатности. Специалисты, работавшие у горы в те недели, были одними из лучших в своей области. Они делали то, что позволяла им наука того времени. Проблема была в том, что наука того времени не имела достаточно задокументированных примеров бокового взрыва такого масштаба, чтобы учесть его в стандартных расчетах риска. Сент-Хеленс стала этим примером, задокументированным с такой полнотой, что впоследствии ее данные использовались для пересмотра оценок опасности у десятков вулканов по всему миру. Дорогой ценой, но стало. И теперь у каждого вулканолога, который ставит наблюдательный пост рядом с действующим вулканом, есть вопрос, которого раньше не существовало. А что, если взрыв пойдет не вверх? Катастрофы такого типа происходят не потому, что природа ведет себя случайно. Они происходят потому, что между реальным явлением и моделью, которую мы используем для его описания, существует зазор. Иногда этот зазор незначителен. Иногда он измеряется жизнями людей, стоявших на наблюдательных постах в местах, которые кто-то посчитал безопасными, потому что не ожидал взрыва в их сторону. Сент-Хеленс по меркам субдукционной зоны находится в активной фазе. Не в стадии старения или угасания, а в стадии роста. Магматическая система под ней питается постоянно. То, что произошло в 1980 году, не финальный акт. Это одно из событий в серии, которое будет продолжаться еще неопределенно долгое время. Следующее извержение – вопрос не если, а когда и как именно. И теперь, после 1980 года, у вулканологов есть гораздо более точный ответ на вторую часть этого вопроса. Сент-Хеленс не изменила физику вулканов. Она изменила то, как мы ее понимаем, и то, какие вопросы мы теперь задаем перед тем, как считать место безопасным. Спасибо за внимание, комментируйте, подписывайтесь на канал.